мы сегодня подводим итоги отношений между Российской Федерацией и Израилем за последние 20 лет. И это феномен, который когда-то многие люди вообще не могли себе даже представить, хотя исторически, без всякого сомнения, у наших двух народов есть очень много-много общего. И начнем, наверное, с момента создания государства Израиль, которое было провозглашено как процесс неизбежный. Как известно, государство Израиль было создано после Второй мировой войны, после победы Красной Армии, после того, что 6 миллионов евреев были уничтожены в концлагерях. И израильский народ без всякого сомнения сказал, что больше такого повториться не может. И на пепле 6 миллионов было создано государство Израиль. Сегодня, спустя 63 года, расцветающее, очень развитое, маленькое государство достигло потрясающих успехов. Успехов во всех областях своей жизни. И если мы говорим о том, что наше государство было создано фактически на пустынной, неплодородной земле, сегодня это цветущий сад. И люди, которые бывали в Израиле, очевидно, не один раз, и это не только люди еврейской национальности, это люди всех конфессий, потому что государство Израиль уникальное, в нем есть Иерусалим, город всех религий, и каждый человек в мире всегда стремится побывать в этом уголке земного шара. Что касается вот отмены туристских виз, о котором мы говорили, это действительно большой прорыв в взаимоотношениях между нашими странами. Мы каждый раз рады видеть итоги туризма из России в Израиль. Вот мы можем только сказать, что по март месяц туризм за первые несколько месяцев нынешнего года уже возрос чтобы не ошибиться, потому что с цифрами у меня всегда могут быть ошибки, а я люблю быть очень точной. Возрос, я записала где-то эти цифры, который возрос на 14%. Это довольно значимо. Мы подводим итоги только первых 3 месяцев этого года. С другой стороны, мы откровенно говорим, что туризм, который к нам относился тоже к общим цифрам туризма, но это туристы, которые приезжали там на 2 дня, на 3 дня, на 4 дня, он в какой-то мере ощущает снижение в цифрах, и об этом мы тоже говорим открыто. То есть все, что происходит, оно происходит черным по белому, мы всегда все факты и цифры выкладываем на стол. Если мы говорим об объеме торговли между двумя странами, то за первые 3 месяца он увеличился на 0,5%, что тоже показатель. Все другие отрасли для нас важные, как для Израиля и для страны, которая готова делиться своими технологиями и расширять свои отношения со странами. Мы можем сказать с гордостью о том, что в России действует очень много частных фирм, которые уже немало лет сотрудничают с российскими фирмами. К сожалению, мы как государство или даже как вот посольство, представляющее государство в России, не можем иметь полный контроль над всеми сделками, которые происходят в частном секторе, но мы видим, что это постоянно идет по возрастающей, по тому количеству людей, приезжающих на деловые сделки и из Израиля в Россию, и из России в Израиль. То есть за частным сектором мы проследить не можем, но этот уровень все время повышается. Что касается таких важных моментов, как взаимоотношения, мне бы хотелось отметить, что не только я новый посол Израиля в России, и даже не знаю, могу ли я себя назвать уже новым, я здесь уже 9 месяцев, но и в настоящее время завершает свою работу в Израиле
господин Стегний, посол России, который немало содействовал взаимоотношениям между нашими странами, и уже назначен новый посол. За вот эти годы произошли и такие важные моменты, как договоренность между нашими странами относительно учебной программы разных заведений, связанных с Холокостом, то есть трагедией европейского еврейства в годы Второй мировой войны. Об этом есть договоренность, что некоторые поначалу школы, а потом, возможно, это получит более широкое распространение. Эта страница истории будет изучаться российскими учащимися, а со своей стороны Израиль обязался ввести в программу своих учебников по истории страницу борьбы и действий Красной Армии в годы Второй мировой войны. Значит, в этом плане тоже вот была договоренность между министерствами просвещения двух стран. У меня к вам несколько вопросов. Во-первых, один связанный с днем, который был накануне, День памяти и скорби. Как вы относитесь к фальсификации истории? Следующий вопрос. Оцените, пожалуйста, отношения между Израилем и Азербайджаном. И последний. Как вы оцениваете итоги выборов в Турции недавно прошедших? Это были демократические выборы, и мы принимаем любой процесс, который является демократическим, и провозглашаем, так сказать, то, что происходит в той или иной стране, если дойдет на этой основе. Вы задали вопрос, касающийся выборов в Турции. Я не имею права реагировать на это, потому что это политика другой страны, но могу только сказать вам, что буквально на днях глава правительства Израиля Нетаньяху заявил о том, что надеется, что отношения между Израилем и Турцией, без всякого сомнения, должны вернуться к тому состоянию, в которых эти две страны находились. Это были многолетние, многовековые союзники, и Израиль надеется, что отношения между Израилем и Турцией улучшатся и вернутся и станут нормальными. Что касается отношений Израиля и Азербайджана, опять-таки вам, наверное, надо было бы задать вопрос об этом послу Азербайджана. Я могу только засвидетельствовать отношения между Россией и Израилем. Я знаю, что в Израиле есть очень много выходцев из Азербайджана. В Израиле есть общество дружбы Израиль-Азербайджан. Даже на основе нашего парламента нередко делегация из Израиля бывает в Азербайджане и наоборот, поэтому не вижу никакой проблемы во взаимоотношениях между Израилем и Азербайджаном. И первый вопрос касался фальсификации истории. Без всякого сомнения, вопрос очень важный. Я очень рада, что Россия сегодня относится к этому вопросу с самой большой серьезностью и ведет работу над исправлением фальсификации истории. Собственно, у меня вопрос связан с армян, погибших во время геноцида 1914 года. Вслед за тем Кабинет министров Израиля заморозил это решение. Как рассматривать эту тенденцию? В том смысле, что, во-первых, есть еще, и мы надеемся, что они есть, и госпожа посол об этом говорила, значительные перспективы улучшения отношений с Турцией, с которой действительно многовековые связи. Османская империя была защитником евреев в период инквизиции. И Азербайджан является самым близким стратегическим партнером Израиля в исламском мире сегодня. Вот как вы бы могли бы оценить этот сложный такой проблемный узел? Что касается взаимоотношений с Арменией, то могу сказать, что я лично была там 4 года тому назад и была на том мемориале, который существует в Армении, мемориал памяти Холокоста армян. С другой стороны, меня очень обрадовало, что в центре Еревана есть небольшой обелиск, памятник даже, я бы сказала, посвященный катастрофе европейского еврейства, Холокосту евреев. Это было очень отрадно.
Знаете, в эти дни в Иерусалиме проходила конференция президента государства Израиль. И, насколько мне известно, там на повестке дня должен был обсуждаться вопрос армянского геноцида. Я, к сожалению, не знаю заключения, еще не успела увидеть заключение этих дискуссий, но без всякого сомнения этот вопрос, как вы сами сказали, обсуждается в израильском парламенте, и поэтому, очевидно, имеет немаловажное значение для еврейского народа. О решениях мы узнаем, когда все вот эти вот запросы в Кнессете будут как-то рассмотрены и придут к решению. Отправка очередной флотилии мира в сектор Газа, там, насколько я знаю, 10 суденышек из Франции, Греции, Испании идут. Какова позиция Израиля? Позволит ли он достичь берегов сектора Газа флотилии или будут... Позиция Израиля однозначна. Позиция Израиля такова, какова была и в предыдущие попытки запуска флотилии. Я имею в виду, что вся гуманитарная помощь, которая предназначается для сектора Газа, может быть направлена по тем путям, принятым международной конвенцией. То есть порт Хайфы, Израиль всегда передает гуманитарную помощь. Израиль не допустит провокаций, а это явная провокация. Об этом сегодня уже говорит и председатель Организации Объединенных Наций, и госпожа Эштон, и из Франции мы слышим голоса о том, что и даже Турция говорила о том, что флотилия абсолютно не нужна. Если хотят передать гуманитарную помощь, она будет передана по всем тем каналам, которые существуют. Израиль не допустит новой провокации и, конечно же, не допустит перевоза того вооружения, которое постоянно попадает в руки Хамаса и других террористических структур.